Сегодня у нас 290-й полет, и мы отправились изучать таинственный остров Пасхи, который известен своими огромными каменными статуями. Как возникли эти статуи? Кто сейчас живет на острове Пасхи? Зачем люди едут на этот остров? Почему тут нет деревьев? Все это и не только вас ожидает в нашем выпуске. Поэтому не переключайтесь, будет максимально насыщенно и интересно. Всем привет! Мы на острове Пасха. Надюша, мы не на острове Пасхи, мы на Рапа-Нуи. И нужно говорить не всем привет, а Иорана. Ребята, чтобы вы понимали, насколько это далекий остров, что ближайшая земля это такой же островочек Питкэрн, почти 2000 километров. На север, на юг по 5000 километров. А до Украины вообще треть экватора, почти 15 тысяч километров. И мы сюда приехали за самым главным. Это смотреть муаи, либо, как мы их знаем, эстукан. Ну и также понять, почему местные настолько обожают этот остров и называют раем на земле. Как же добраться до этого маленького острова посреди Тихого океана? Если раньше сюда можно было добраться с французской Полинезии, с Перу и даже с Европы с Мадрида летал рейс до заправкой в Асунсьоне, то после ковида на остров летает лишь авиакомпания «Латам» с Чили, города Сантьяго. И некогда международный аэропорт острова Пасхи стал по сути внутренним аэропортом, принимающим на сегодня лишь 2 рейса из Сантьяго. Час в полете составляет 5,5 часов. Чтобы попасть на остров, вы обязательно должны заполнить онлайн-форму. И вам на таком дополнительном а-ля паспортном контроле дают вот такой уже распечатанный документ. На острове с такси проблема, поэтому обычно в аэропорту вас встречает трансфер от отеля, дарят такие венки из живых цветов и везут вас непосредственно в ваш отель. Еще в 80-х данный остров посещало приблизительно до 2000 человек в год. На данный же момент эта цифра просто в 50 раз больше. И сейчас каждый год его посещают минимум по 100 тысяч. Поначалу местные очень сильно обрадовались, потому что много туристов, это что? Много денег. Но потом местные власти решили бороться. Борются они, конечно, так же великолепно, как власти Барселоны с овербукингом, просто-напросто повышая цену на отели. И если вы сейчас зайдете в букинг, то вас цены очень сильно удивят. Потому что маломаленькие отели здесь будут начинаться приблизительно от $200. Мы заплатили за данный отель $250 за номер из 4, 2 взрослых, 2 деток. Но на самом деле это такая твердая европейская троечка, а может быть даже 3 с минусом. Ну а если взять вообще завтраки, то завтраки это хорошая двоечка. Чтобы арендовать машину для острова Пасхи, не обязательно заходить на онлайн-сервисы. Во-первых, не все компании, которые предлагают аренду, представлены онлайн. Это во-первых. А во-вторых, на самом деле в отеле даже дешевле. Вот мы арендовали в этой компании $120 в сутки. Хотя в отеле такая же машина стоит 80. Поэтому мой вам совет, будете на острове Пасхи, арендовать лучше всего прямо в отеле. Договориться проще. И в отеле не требует вообще никаких документов, только оплата. Здесь же у вас потребуют и паспорт, и номер кредитной карточки. Депозит не берут, но номер могут потребовать. Машинка, конечно, как за $80. Чех. Это самое дешевое на острове. Вот дешевле 80, к сожалению, не найти. Вот так. Все, что имеет. Остров Пасхи расположен в юго-восточном Тихом океане в 3800 километров от побережья своего ближайшего соседа Чили и является одним из самых отдаленных обитаемых островов в мире. Почему же остров Пасхи имеет такое название? А все очень просто. Голландский мореплаватель Якоб Роггевен первым из европейцев увидел этот остров 5 апреля 1722 года в праздник католической Пасхи. Но кроме общеизвестного названия, коренное название острова Пасхи – Рапа-Нуи. Интересный факт, что остров Пасхи свободен от загрязнения и является домом для некоторых из самых чистых океанических вод в мире. Вода вокруг острова прозрачна на глубину от 50 до 60 метров. Это оазис для любителей подводного плавания и дайверов. Как вы думаете, из чего начинается остров Пасхи? Если вы думаете, что сразу же везде истуканы, я хочу вас огорчить. Бесплатно посмотреть на истуканов особо не получится. Бесплатно они есть
на западной части и на севере на пляже. А если вы хотите же массово их посмотреть, то, к сожалению, ребята, помимо того, что сюда прилететь, нужно зайти и купить билет. Также, конечно, можно это сделать онлайн. Мы оставим обязательно ссылочку на сайт. Билеты стоят $78 со взрослого, или $75 со взрослого, и $38 с ребенка. Ребенок от 7 до 12 лет. Младше 7 лет ребенок бесплатно. Мы специально приехали сейчас, пока нашим деткам по 6 лет, чтобы сэкономить $76. Так вот, помимо того, что вы купите билет на посещение парков, вам еще обязательно нужно взять с собой местного сопроводителя, местного гида. Это сделано буквально недавно, после ковида. Так решили помочь местным, заработать денежки. И поэтому вот здесь предлагаются местные гиды. $50. Цена, это старт цены. $50 на полный день стоит гид с человека. Есть же сайты, где можно найти, договориться заранее. Лучше всего за гида договариваться гораздо заранее, за 2-3 месяца. А если вы хотите вообще взять русскоговорящего, он на острове здесь пока один, то его лучше бронировать, наверное, за год уж точно. Ну все, вы уже поняли, кто в нашей семье любит очень много говорить, поэтому монологи Романа буду разбавлять я. На следующий день мы вместе с гидом отправились на самые популярные локации с Моаи. Кстати, наша гид – местная жительница острова, владеет английским языком, и нам было очень интересно узнать, так сказать, от коренной жительницы, как же им тут живется на острове, про традиции и культуру рапануйцев. И первым делом, естественно, мы отправились на самую популярную локацию на острове Пасхи – Куангарики. Если вы ничего не слышали про остров Пасхи, то я уверен, что вот эти каменные глыбы вам всем знакомы. Это муаи, либо, как у нас их называют, эстуканы, да? Смотрите, они огромные, гигантские, но есть на самом деле вообще встречаются до 12-15 метров, а некоторые есть даже незаконченные в карьере. Зачем их строили, почему, и самое интересное, что кто, до сих пор неизвестно. Известно одно, что делали их напротив из скалы и вот сюда тащили при помощи деревьев, которые рубили, делали как салазки, сюда ставили их. И обязательный атрибут каждого эстукана муаи – это была вот эта шляпа. Вот она такая красивая, как венок. Называется она пукау. И вот такая вот красота. Не все муаи на острове, они стоят. Некоторые есть закопаны в земле. Всего на острове пишут 887 эстуканов. Надеюсь, что самых главных мы вам показали, а остальные, надеюсь, что тоже увидим и покажем. Про муай это, конечно же, все супер интересно и познавательно, но, как говорится, кушать хочется всегда. Поэтому обязательно рекомендую попробовать местные ананасы. Они тут продаются у каждой локации. Невероятно сладкие и вкусные. Вот так их сразу очищают и продают. А также продают натурально свежевыжатый сок ананаса и арбуза. Как перекус жиру, считаю просто идеальным. Далее мы отправились на следующую локацию. Как сказал Роман ранее, на острове 887 муай. И мы идем смотреть муаи, тела которых закопаны в земле. Ваш билет, наличие билета, тут один билет, и наличие гида. Да, без гида здесь на локациях нельзя ходить. Вот такой интересный момент. Same this. This is the heart. Yeah, pukau. Pukau. Perfecto. Yeah. This one for the eyes. The coral. Вот с этого делалась шляпа, пукау. Вот с этого непосредственно вырезалось все. Вот так они работали. Вот из этого они делали глаза. Рисовали, да. Это мы шляпы говорили пукау. И это у нас что? Это музыка. Рана-Раку – потухший вулкан, на склонах которого рождались муаи острова Пасхи. Это своего рода была фабрика по производству муаи. Не менее 95% истуканов острова Пасхи было изготовлено из вулканических пород Рана-Раку. Их высекали прямо в горной породе, а затем отделяли от скалы и спускали вниз. В наши дни склоны вулкана, поросшие сухой жесткой травой, представляют собой потрясающее зрелище. Повсюду застыли каменные истуканы, здесь их почти 400. Некоторые из них были недоделаны из-за того, что создатели наткнулись на слишком твердую породу. Другие были практически завершены, но не спущены.
Среди загадочных фигур есть и совсем необычные, например, незаконченный великан ростом выше 21 метра, а также Тукутури, единственный на острове Муаи в позе сидящего на коленях человека. Вулкан Ранораку – одно из самых высоких мест острова Пасхи. Его высота составляет около 150 метров. Внутри его кратера находится озеро, долгое время служившее местным жителям источником пресной воды. Вот так, ребята, мы поднимаемся сейчас непосредственно на саму фабрику, где наших муайчиков готовили. Это та самая скала, названием я вас мучить не буду, найдете в интернете. Но именно вот здесь выбивались муайчики и потом доставлялись туда, напротив скалы. И мы идем смотреть самого большого, которого не успели еще со скалы достать. Пошлите вместе. Мы самый большой, 21 метр, которого так и не успели достать. Какой-то он огромнейший. Здесь внизу у нас еще один лежит, тоже готовый, но просто до конца их не достали. Как говорят вообще местные, что проблема случилась из-за войны между кланами, и все остановилось. Очень хорошо эти эпизоды были показаны в фильме «Потерянный рай» Рапа-Нуи. Очень советую для просмотра. Посмотрите, ребята, с каким они видом работали. Понятно, что они делали адский труд. Камнем выбивали из камня камень. Но, блин, посмотрите, какой вид. Прошли года, поменялся народ, поменялось правительство, поменялось все. Но не поменялся вот этот вид. Вот это, ребята, и есть главный вулкан, откуда делались наши статуи и при помощи деревьев вот сюда доставлялись. И один из главных мифов про остров Пасхи, то, что пишут в интернете, это о том, что здесь отсутствуют деревья. Вообще, то есть, что голый остров. На самом деле это больше миф, чем правда. Раньше так и было, потому что население, которое здесь проживало, действительно вырубало деревья для использования, чтобы их использовать как салазки. Но на данный момент местные молодцы. Возле города вообще можно видеть мини-леса. Они все уже высаживают, у них много растет, есть и деревья, и есть и пальмы, растут и бананы, и кокосы. Поэтому то, что остров Пасхи без деревьев, это все-таки больше миф. Еще один миф про остров Пасхи, что тут нельзя купаться. В принципе, так и есть. Тут много скал, бушующий Тихий океан, и это опасно для вашей жизни. Но тут есть специально отведенные места, где все-таки официально можно купаться, и на одну из них мы с вами отправимся сегодня. Анакена – единственный крупный песчаный пляж острова Пасхи, расположенный на его северном побережье. Здесь белоснежный песок, пальмы, спокойный и теплый океан с чистейшей водой и вдобавок ко всему необыкновенно живописные виды. Пляж лежит в бухте среди скал и утесов, с вершин которых можно вдоволь налюбоваться прекрасными пейзажами острова и красотой бескрайнего океана. А на краю Анакены расположена платформа Аху Нау Нау с 7 муаи в красных шапках. Она считается символом острова и находится в отличном состоянии. Неподалеку есть еще одна Ахуатуры, с одним единственным, но очень эффектным каменным истуканом. Пляж расположен примерно в 20 километрах от города Ангароа, и до него легко добраться на такси, автомобиле, скутере или велосипеде. И для удобства туристов здесь имеется парковка, несколько баров с закусками и коктейлями, а также площадка для пикника. Пляж Анакена – это не только туристический аттракцион, но и одно из главных мест силы острова Пасхи. Согласно легендам, именно здесь, на Рапа-Нуи, высадился король Хота-Матуа с первыми переселенцами. Именно отсюда они распространились по острову и основали уникальную цивилизацию, загадки которой и по сей день волнуют умы исследователей и путешественников. Находимся сейчас в единственном городе на острове Пасха – Ангароа. Здесь проживает 90% населения. Всего населения острова чуть больше 6 тысяч. И более половины это местные рапануйцы. Кстати, по секрету, как нам рассказала наша гид местная, которая здесь проживает с самого детства, рапануйцы недолюбливают чилийцев, к сожалению. Они их считают оккупантами, а себя лично рапануйцы считают именно полинезийцами, поэтому для них ближе население
то, которое проживает на островах Питкэр, на островах французской Полинезии. Так вот, что еще интересный факт именно из города Ангару, вот часто тут встречаются таблички. Ну, это, понятно, сувенирная табличка, да, где написано сувениры, лодочные туры, но очень часто ты можешь увидеть направление, что вот сюда пляж, вот сюда ресторан. Почему это так? Потому что в этом городе есть улицы, есть названия улиц, но нету номеров. Вообще, местные друг друга знают, когда надо вызвать полицию, она просто скажет, это я такая-то, проживаю здесь, поэтому им не нужно. И мы даже, когда приезжали забирать гида, она просто объясняла, я живу на середине улицы. Я говорю, скажите номер, у нас отсутствуют номера улиц. Поэтому будете здесь назначать свидание, лучше всего говорите какую-то локацию, скажем, ресторан, и встречаемся возле этого ресторана, потому что по номеру улицы вы ее не найдете. Какую ж еду едят на острове Пасхи? Конечно, это преимущественно рыба и морепродукты, такие как махи-махи, тунец, рыба-меч, осьминог, лобстер, морские улитки, угри и креветки. Эти деликатесы дополняются местными фруктами и овощами, такими как бананы, ананасы, тыква, батат и кокос. Но особое внимание хочу уделить вот этому жареному пирожку. Называется это эмпанада. Блюдо в испанской, латиноамериканской кухне. По виду и вкусу напоминает наш чебурек. Именно на острове Пасхи они невероятно вкусные. Начинка внутри может быть разная, как рыбная с вариациями, так и мясная. Везде можно добавить по желанию сыр. Если вдруг вы будете на острове Пасхи, оставляем вам локацию, где самые вкусные эмпанадос, и это место пользуется популярностью у местных жителей. Это у нас центральное место, где готовят самые лучшие в городе, ну и на острове эмпанадос. Местные очень полюбили это блюдо, хотя оно вообще считается не локальное. Это, в принципе, латиноамериканский. Очень схоже на наши чебуреки. Ну что, идем и мы посмотрим. Здесь эмпанадосы, в принципе, самые дешевые. Они, помимо того, что считаются самые вкусные, ну и самые недорогие. Да, вон с мясом 3,50, с мясом и сыром 4,50. Хотя в других ресторанах по $8. Ну и, конечно, помимо эмпанадос, нужно пойти обязательно на местный рынок и купить ананасы. Они там самые дешевые. Tarjeta? No, no tarjeta, no. No, tarjeta, ok. ¿A cuánto? 2.000. 2.000. Sí, 2.000. 2000 песо, то бишь $2. А там, по-моему, возле того памятника была вообще космическая что-то стоимость, да? Ага. Там по 8 было. Вот, 8, а тут по 2. Окей, сеньор. Берем все по 2? Нет. По 3? Ты не будешь? Боря, будешь ананас? Кстати, ананасы местные, натуральные, натурпродукт. Вообще здесь на острове мало что растет, поэтому чаще всего, да? Хорошо. Чаще всего здесь все привозное и поэтому дорогое. В ресторанах на самом деле цены дороже, чем в Чили. Ну а потом предлагаю вам с вашими эмпанадос и ананасами прийти к Тихому океану и устроить там настоящий пикник. На острове всего 2 заправки. И так получается, что если работает одна, то вторая чаще всего закрыта. А вечером, после 7 вечера, вообще заправиться невозможно. Здесь все легковые машины на бензине, но встречается на колонках, по крайней мере, надпись «Дизель». И что меня очень поразило, что можно рассчитаться карточкой. Это очень удобно, конечно, не нужно менять на местную валюту. И, кстати, о местной валюте. На острове, естественно, действует чилийское песо, но местные, как и во всем Чили, спокойно принимают доллары. И даже предлагают, рассчитываясь, чтобы вы рассчитались долларами, а не песо, так как это выгоднее. Как вы думаете, почему остров Пасхи назвали островом Пасхи? Правильно, потому что открыли его в Рождество. Ну, понятно, это шутка, да? Открыли его в воскресенье. Это было пасхальное воскресенье, 18 век. И открыли его нидерландцы. Но местные никогда не говорят остров Пасхи. Они всегда говорят Рапа-Нуй. И только Рапа-Нуй. А нидерландцы сюда приплыли, так же, как вот приплыл вот этот лайнер давным-давно. Ну, и, кстати, про лайнеры. Интересный факт, что обычно в январе сюда круизы не прибывают. Здесь порта нету как такового в нашем понятии вообще.
Поэтому круизные лайнеры приплывают сюда в июне, в июле, когда более спокойный океан, остаются в море, а на маленьких лодочках их привозят сюда, в город, ну и непосредственно на остров Пасхи. На третий день нашего пребывания на острове мы отправляемся на вулкан Ранакау, расположенный в нескольких километрах от города Хангароо. На склонах этого вулкана в деревне Оронга проходила церемония Человека-птицы, но об этом чуть позже. Вулкан Ранакау – один из 3 вулканов острова и самый большой из них. Его практически круглый кратер имеет максимальную высоту 324 метра. Внутри кальдеры находится лагуна диаметром около 1,5 километров, образованная дождевыми водами. Глубина лагуны порядка 10 метров, поверхность воды покрыта островками из тростника. Ну а теперь о церемонии Человека-птицы. Каждую весну на небольшой островок Моту-Нуи, расположенный в километре от побережья острова Пасхи, прилетали морские птицы. Участникам соревнований нужно было доплыть до этого острова, найти там яйцо Манутары и приплыть с ним обратно. Участник, первым вернувшийся с яйцом, признавался победителем. Его племя получало на год контроль над всеми ресурсами острова. В течение нескольких месяцев они готовились к соревнованиям. Каждый клан выдвигал своего представителя – Хопу Ману для участия в церемонии. Хопу Ману должны были спуститься к океану по практически вертикальному 300-метровому обрыву. Спуститься к подножию утеса живыми и невредимыми удавалось далеко не всем. Далее участники, используя поплавки, изготовленные из волокон тростника Тотора, должны были проплыть более километра до острова Моту-Нуи. При этом им нужно было преодолеть сильные морские течения и постараться не попасть на закуску к акулам. На острове они укрывались в пещерах, в которых проводили дни, а порой и недели в ожидании прилета птиц. Частенько между ними возникали стычки из-за еды. Найдя яйцо и привязав священное яйцо к колбу, счастливчик отправлялся в обратный путь в Оронгу. Ему нужно было сохранить яйцо в целостности во время плавания, преодолеть волны прибоя и не сорваться при подъеме на скалу. Иногда практически все участники погибали во время соревнований. В Оронго Хопу Ману вручал яйцо своему королю, который получал название Тангата Ману – Человек-птица до следующей весны. Более подробно это показано в фильме Рапа Нуи «Потерянный рай». Это флаг острова Пасхи. Как я уже говорил, они не очень долюбливают чилийцев, они хотят автономии. Вообще бы мечтали, конечно, все рапануйцы, как и полинезийцы, создать свое одно полинезийское государство. И у меня только один был вопрос к этому флагу. Что это? Вот объясните, что это такое вот полукрасное, что это такое полукруг красное на белом фоне? Почему сюда просто не засунули красивого нашего муайчика, да, красивый стукан? Но, как местные объясняют, что вот это их национальное ожерелье, которое они всегда носили, и для них это священно. Поэтому, тут не поспоришь. Я не думаю, что кому-то запомнится флаг, а вот флаг с истуканом запомнится бы всем. Кстати, друзья, один из очень важных моментов – на острове всего 2 банка и до 5 банкоматов. Часто может такое встречаться, что в банкомате отсутствуют наличные, поэтому лучше иметь с собой наличку и менять ее. На острове принимают доллары США, их можно поменять на чилийские песо. Также ими можно рассчитываться в магазинах, на базаре абсолютно везде. Оплаты карты принимают практически во всех местах, где существует интернет, кафе, рестораны. Но вот, к примеру, на базаре или возле экскурсий купить что-то только оплата наличными. Вот такие местные бананчики. Ой, он фанат банана. Thank you. He very likes. Боря, держи. Боречка. Вот такие вот маленькие местные бананы и ананасы. Безумно вкусные ананасы. Подошли сюда. Thank you. Подошли сюда сделать на центральной улице. Вот здесь делают прямо свежие соки и смузи. Цена получается $5 за сок. Смузи готов. Ананас с бананчиком. Решил взять 2 самых популярных натуральных местных фрукта. Ну как, Надюш? Это безумно вкусно. Это безумно вкусно. И самое интересное, что здесь безумно сладкие ананасы. Это так вкусно, что просто без добавления вообще чего-либо. Они предложили еще топпинг добавить, но захотелось просто натурального вкуса. Здесь не нужно ничего.
Вот так вот продают свежую рыбу. Ребята сами выловили. Рыбка марлин. Ага, он даже показывает, видите, показывает, как они ее ловили. И... Ага. Вау, круто. И вот так вот прямо здесь продают. Смотрим, 10, получается $10 за questo prezzo per chilo. А, un kilo. Questo un kilo, 10 мило. Значит, цена $10 за килограмм. Слушайте, ну, хорошая цена. Отличная рыбка. На острове рыбу обожают. Остановился на дороге, потому что антуражная женщина продает что-то очень-очень вкусное. Оля! Ирана! О, донатс. Локале. Посмотрите на эту красоту, а? О, поэ. А este фрута? О, торта, окей. Mucha fruta, banana o sweet potato. Ok, banana e sweet potato, perfetto. Ok, una esto. Per niños, normale? Sí, normales. Normale. Tres por 1000 pesos. Three for 1000. Окей. Обязательно нужно попробовать. Что такое красивое. 3 за $1. 3 пончика. И вот такой вот местный пирог. Местный пирог, здесь фрукты и батат. Обязательно пробуем у красивой антуражной девушки. Ну, по мне видно, конечно, что я люблю покушать. А на самом деле я очень сильно люблю всегда пробовать что-нибудь местное. Мне кажется, местная еда раскрывает человека, потому что мы то, что мы едим, да? Где-то когда-то я уже это говорил. Это такая запеканка на самом деле. Здесь папайя, банан, сладкий картофель, батат, ну и кокос. Очень интересный. И вкус очень интересный. Напоминает запеканочку. Стоит всего лишь вот такой вот большой кусочек $3. Я считаю, что оно своего стоит. Очень вкусно. Утром бы с чайком, если было бы тепленько, вообще зашло бы на ура. А пока оно пошло в бока. Ну что, друзья, наш выпуск подходит к завершению. Это были незабываемые 3 дня на этом невероятном волшебном острове. Мы очень надеемся, что смогли вам показать всю красоту этого острова и вдохновить вас сюда добраться. И если хоть один человек после этого выпуска побывает тут, то, считаю, наша миссия выполнена. Будем надеяться, что вам было интересно. Ждем ваших реакций и комментариев. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в новых выпусках. 9:30. И как вы думаете, что делают местные и туристы? Все собираются вот здесь, чтобы встретить его. Встретить закат. Здесь, на острове, 9:30. Вот с таким видом на истуканы все каждый вечер встречают закат. Посмотрите. Как прекрасно. Когда-то в конце 90-х я посмотрел вместе со своей мамой прекрасный фильм «Рапа Нуи. Потерянный рай». И мне настолько он понравился, что я тогда сказал маме: я мечтаю приехать сюда. И вот моя мечта сбылась. Желаю и вам, чтобы ваши мечты сбывались. Путешествуйте, друзья, ведь это прекрасно.